Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что по средам ждете нашей встречи с Костем Бондаренко. Он на связи. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Ох, кажется, у нас закрутилось и завертелось. Представляете, Зеленский выходит и говорит сегодня, что на этой неделе будут какие-то новости, которые остановят кровопролитие. Представляете? Значит, у самого Зеленского так-сяк дела. Ему Трамп указывает на дверь в избирательную кампанию. И Зеленский как бы знает туда дорогу, говорит, как пионер, всегда готов. Ну и параллельно с этим продолжаются пакости. Вот как громко на прошлой неделе Путин, кажется, на прошлой, если так время несется, Путин говорил, что будем отрезать в крайнем случае Украину от моря, если продолжатся атаки. Вот сегодня опять морские малюки атаковали очередное судно, которое шло в Новороссийск. И якобы там украинские территориальные воды. Ну, в общем, понятно. Собственно, это все фон заметный. Но прежде всего я бы хотел с вами рассмотреть вопрос, который у нас сегодня в трансляции. Непосредственно он касается избирательного процесса. Вот философски, накладывая на ситуацию, остановят ли выборы эту войну? Этот вопрос я в чате трансляции разместил для вас, дорогие друзья. Переходите и голосуйте, в конце подведем итоги. Значит, да, это последний шанс для Украины, потому что потом будет все настолько хуже, что уже и, в общем, исторически это шанс. Нет, они пройдут параллельно. То есть выборы во время военного поражения, хотел сказать, положения, да, это вот в принципе, вот это и будет происходить, Зеленский об этом четко сказал. Следующий вариант. Зеленский вообще не собирается ничего проводить, это все залипуха, как всегда, чтобы потянуть время, немножко поставить на растяжку Трампа, мол, давай, организуй нам перемирие, чтобы не стреляли, а тут кто-то что-то стрельнет, все, и выборам хана. Ну и еще один вариант. Россия не даст. Зеленский их устраивает. То есть положение дел, в котором, вообще положение, в котором оказался Зеленский, это очень выгодно для противника. Вот из этой логики исходим, поэтому голосуйте за этот вариант ответа тоже. Что бы вы сказали по этому поводу и как оцениваете? Зеленский действительно не хочет выборов. Зеленский не хочет выборов, тем более в нынешней ситуации, когда его рейтинги сильно пошатнулись. Но в то же время он пойдет на выборы только в том случае, если его офис, вот, в частности, господин Микета, который занимается внутренней политикой, скажет ему, что у нас есть стопроцентная гарантия, что вы побеждаете в первом туре и так далее. То есть вот тогда он действительно пойдет. Если ему предоставят определенные гарантии. Какие это будут гарантии? Голосование через ДИИ, через мобилизация, скажем, того потенциала, который существует среди диаспоры новой, то есть молдавский вариант, и так далее, и так далее. То есть непонятно. Но если Зеленский будет понимать, что он побеждает на выборах, он пойдет. Если он понимает, что выборы – это рискованная вещь, он будет тянуть резину, он будет делать все для того, чтобы сказать Трампу, что мы же не можем идти на выборы, потому что Путин же дальше стреляет, перемирия нет. Вот. И любые увещевания, любые отсылки к международному опыту там, ближневосточных государств, Кореи и так далее, которые проводили выборы в условиях боевых действий, они для него не являются аргументом. Смотрите, почему Трамп вдруг достал этот козырь из рукава? Ведь это многие сочли как черной меткой непосредственно Зеленскому и его власти. Черное не черное, знаете, вспоминается этот старый анекдот про Юнгу на пиратском корабле, который подходит к старому, такому бывалому пирату и говорит: я понимаю, что такое черная метка, вот, говорит, это там смерть и так далее, а что такое голубая метка, говорит, вот. Он говорит: поверь мне, тоже ничего хорошего. Так вот, Зеленский получил пока что голубую метку. Исходя из модели общения Зеленского, почему он выбрал именно вот такой формат, находясь в дороге, отвечать голосом на текстовые сообщения журналистов? Ситуация достаточно специфическая, и причем повторил это дважды и всякий второй раз. Это
Ну, как-то выглядит очень диковинно и удивительно. Ну, Причем, чтобы показать, насколько он занят. Насколько занят, мгм. что он сейчас в дороге, понимаете ли, вот, но при этом он заботится о стране. Почему можно не читать план Трампа? Не, ну так в том-то и дело, а когда? Его же надо сесть, вдумчиво почитать, он постоянно в дороге. То он у Папы Римского, то он у Стармера и так далее. Постоянно же в дороге. Некогда читать. Вот приедет домой, почитает. Знаете, вот это такие уловки, технологические уловки, которые должны показать рядовому избирателю, рядовому гражданину, насколько вот человек вообще живет интересами страны, когда ему некогда даже вот сесть, нормально пообщаться, вот он на ходу буквально, вот где-то там в аэропорту, может, там, или где-то во время переездов, нашел время, поговорил. Когда-то политтехнологи Юлии Владимировны Тимошенко, когда она была премьер-министром, они посоветовали, что она обязательно должна выходить на публику с облупленным маникюром, вот, и с незакрашенными корнями волос. Вот. Это была такая как бы фишка в 2005 году. Ее фотографировали, ее эти ногти фотографировали как раз крупным планом, чтобы каждый гражданин Украины знал, что она працюет, и, соответственно, ей некогда там, тратить время на себя. Она все полностью в страну. Вот, когда-то как рассказывает Оксана Марченко про своего мужа, говорила вот Виктора Медведчука, что за человек, о себе не думает, все в страну, все в страну. Вот так приблизительно и Зеленский показывает, что тоже все в страну. Ну да, потом мы узнаем у того же Медведчука о целом золотом вагоне для перемещений. У Да. Зеленского тоже сейчас ходит активно информация о том, что вышли на след конкретно его активов стоимостью в $1 миллиард, якобы, ну, опять-таки, это все предварительная информация, понятно, что не проверенная, но, в общем, миллиард наколедовал себе Владимир Александрович. Тем удивительнее выглядит Он же не сегодняшний... Он, да. Тем удивительнее выглядит сегодняшняя ситуация с Коломойским. Тот пришел в суд, судьи встали и ушли. Слушайте, он вообще бегает, такое ощущение, что говорит, ну осудите меня уже, ну давайте, ну вот, то машина сломается, то как кто-то заболеет, то вообще... единственное, так, посмотрите, единственное в Украине автозак, да, сломался. Иначе Единственный было автозак в Украине и тот поломался, понимаете? То судьи болеют, то встают, уходят, говорят, у нас самоотвод. А он говорит, ну давайте уже, ну осудите меня. Смотрите, и сегодня он делает интересный, ну, скажем, и то так как-то это все выглядело, знаете, как-то как, между прочим, по-детски сидел, ждал, говорит, а вы вообще новости смотрели? Там на Миндича покушение было 28 числа, перепутали нападавшие дом, ранили домработницу, их задержали. И вот я, смотрите, я поразился глубиной вообще общения журналистов, которые как бы, они уже, наверное, потеряли на третий день веру в том, что Коломойского вообще привезут, поэтому там было не так много людей, а он объявлял какое-то важное сообщение. Значит, они ему говорят, а чё ж так плохо сработали? А он говорит, да я не знаю. Так и поговорили. То есть имя Миндич не сходит с уст украинских, в формате пленки Миндича уже которую неделю. Квартал его там уже начинает шутить над ним, переписывают фирму, да, с тем же юридическим адресом. Сам Зеленский не может никак откараскаться от этого скандала, и он действительно ударил по нему и в глазах Европы, и внутри страны. Все знают теперь, что это воровская группировка. А тут такое сообщение, покушение. Да, ну а никому не интересно, а кто организовал, а что к чему. Что вы думаете про игру Коломойского? Игорь Валерьевич, он же чудесно понимает психологию рядового украинца. Игорь Валерьевич как бы между прочим сказал про это, но специфика ситуации в том, что любой украинец, любая бабушка в селе, услышав про покушение на Миндича, сразу же включит вот это вот основной принцип римского права кви продаст, кому выгодно. Вот сразу же задуматься, а кому выгодно было бы покушаться на Миндича? Вот. И сразу же Игорь Валерьевич ставит там многоточие, додумайтесь сами. Давайте Вот. подумаем. Да, и, соответственно, любая бабушка в селе, о которой мы уже вспоминали, вот эта любая бабушка, вот, сразу же фантазирует, ага, он, значит, много знал,
Его пытались убрать, кто его попытался убрать, подельники, которые находятся сейчас на свободе, возможно, не только на свободе, но и в властных креслах. И я думаю, что эта новость как раз именно в подаче Игоря Валерьевича, она сейчас будет гулять, и ее будут пересказывать на все лады, и таксисты, и парикмахеры, и все кто угодно. Вот. Так что я думаю, что вот Игорь Валерьевич запустил мощный информационный посыл для сарафанного радио. Так а кому выгодно убрать Минтича? Непонятно. Непонятно, было ли само покушение. Вот. Нету данных. Есть заявление Игоря Валерьевича Коломойского. Все. Он сказал, теперь, пожалуйста, протестовывайте, обращайтесь в полицию израильскую. Это уже не важно. Поймите, здесь все же ждут новых пленок. В этом-то такая пикантная ситуация. Я понимаю, это данная ситуация, за неимением пленок необходимо заполнить вакуум чем-то. Вот. И этот вакуум, особенно в последние дни, скажем так, жареных фактов как-то мало. Есть большое количество материалов для аналитического осмысления, но для этого необходимо включить мозги, необходимо напрячь извилины, что называется, необходимо подумать. А вот именно таких вот жареных фактов, которые воспринимаются на ура, по принципу, кто у кого что украл, кто кого заказал, кто убил и так далее. Вот этих вот фактов как раз сейчас катастрофически не хватало. Игорь Коломойский дал эту пищу для размышления. Но смотрите, эти 2 дня показали, как его боятся. Боятся, потому что он действительно много знает. Он действительно много знает, и более того, у него, очевидно, есть большое количество данных, которые кое-кто боится, что они будут обнародованы. Я уже говорил в наших программах, я просто напомню это. Я и в своей книге «Джокер» об этом писал, что в сентябре 2019 года было очень-очень знаковое событие, на которое многие не обратили внимания. Игорь Коломойский вышел в эфир программы Савика Шустера, причем так абсолютно беспардонно, там, сидя за ужином, чавкая и так далее. Вот он так как бы свысока сказал: Савик, а где те контракты, которые мы с вами подписывали? Савик приносит контракты в студию, говорит: вот у нас все чисто, вот у нас никаких проблем, претензий быть не может. Он говорит: не, Савик, а где второй договор? Вот этот теневой договор, офшорный. И тут Савик поплыл как раз, он растерялся. Вот. Потому что все практически знали, что люди, которые работали с Коломойским, они работали там реально, имея 2 контракта. Вот. На первый шли там небольшие суммы, с которых платились налоги, а основные средства, иногда там сотни тысяч, миллионы и так далее, они шли через офшорный контракт, который нигде не фигурировал, который нигде не светился. И очевидно, что подобного рода теневой контракт существует и у Зеленского. У 95-го квартала, у Зеленского и прочее. И я думаю, что сейчас Зеленский очень многое отдал бы, чтобы забрать эти документы у Коломойского. А Коломойский чудесно понимает, что да, вот ему пообещают выход из тюрьмы, полную защиту, но это будет последний день его жизни после того, как он отдаст эти документы. Как вы думаете, где сейчас Ермак? И почему такой молчок? Я думаю, он в Украине. Более того, что Ермак дальше продолжает влиять. Очень активно влиять на ситуацию. Ни один человек, которого Ермак назначил в эту власть, которые вошли в систему власти, не ушел из этой системы вместе с Ермаком. Все остались на своих местах. О чем это говорит? Это о том, что Ермак просто ушел в тень. То есть Ермак ушел с официальных должностей. У нас теперь есть бэк-офис президента. Практически да. Практически он возглавил бэк-офис президента. Об этом говорилось много, что он возглавит этот бэк-офис. Он будет его возглавлять. Он дальше остается кукловодом. Тем более, что просто он с глаз долой ушел. Он неформальный человек сейчас, он будет заниматься тем, чем занимался. Все его люди, все до единого, вся вертикаль. Я прочитал как-то, что в правительстве из 17 человек 14
его люди. В офисе президента из ключевых 64 человек 58 его люди, которых он туда приглашал, назначал, собеседовал и так далее, и которые от него зависели и финансово, и в карьерном плане. Среди губернаторов из 24 21 его. Все они остаются на своих местах при должностях и прочее. Это поэтому Зеленский кокетничает и говорит: ой, я привыкаю без офиса президента работать. Конечно. Тем более, что начинает работать еще и бэк-офис, который ему продолжает там, вместо него загибать пальцы и все выполнять его прихоти. Получается, у нас очень интересная картина. Трамп, который говорит: Зеленский, что ж ты, у тебя за демократия такая? Не думаю, что это демократия. Трамп, который четко дает посыл, что этот ваш Европейский Союз, да, загнивающий в прямом переносном смысле, причем это тема последних дней. Понятно, что для Украины она как бы идет, ну, это тема миграции, это тема отношений Америки и Европы, это то, о чем вы сказали. То есть для аналитики очень много поводов, ну, вот прям задуматься. А что касается конкретных вещей, ну, нас же что интересует? Закончится ли война? Выйдут ли на перемирие? Трамп требует этого перемирия на Рождество. Получается, ну, если верить Financial Times, что это перемирие на Рождество, 25 число декабря по западному стилю, оно так или иначе наполовину или, может, всецело, но согласовано с Москвой. Получается, Смотрите, проблема в Зеленском? Да. Нет, Зеленский думает, каким образом продолжить войну, при этом перебросить, там, перевести стрелки на Путина. Это его главная задача. То есть показать, что мы-то за, но это же Путин не хочет. Ради этого разыгрывается следующая комбинация. Фактически сформирована была определенная переговорная комбинация, определенное переговорное поле из 28 пунктов, которые были согласованы между Москвой и Вашингтоном. Зеленский собирает, точнее приглашает, скажем так, они собираются, лидеров европейских государств. Там оказывается Рубио, кроме всего прочего. И, соответственно, там торжественно из 28 пунктов делают 20 или 19. И, соответственно, объявляют об этом. Трамп игнорирует это решение и дальше продолжает говорить с позиции 28 пунктов. И Москва и Вашингтон говорят о 28 пунктах. Когда Уитков и Кушнер приезжали в Москву, они обсуждали именно этот документ. Но Зеленский всюду говорит о том, что да нет же, вот мы же сократили. И поэтому мы поддерживаем инициативы Трампа, и эти Трампы, вот они сформулированы в этих 19-20 пунктах. Значит, говорит. То есть начинается такое уже жонглирование, эквилибристика, казуистика начинается такая, которая просто призвана показать, что мы что за план Трампа, и просто происходит подмена двух планов. Вот. Один план и другой просто он так деликатно меняет. Вот. А когда начинают говорить, так нет же, есть же вот этот план, который в Анкоридже согласован, он начинает кричать, это все кремлевские нарративы, это все работа на Кремль и так далее, и так далее. Вот. Что касается нынешней ситуации, она сегодня не сдвинулась с места. Почему, например, Зеленский, вот, кстати, на прошлой неделе было несколько очень интересных визитов. Зеленский приехал в Лондон. Зеленский приезжает в Лондон, встречается со Старбером, встречается с Макроном и Мерцем. Вот, и вся встреча проходит, укладывается в 1 час. Немного. Просто не то, что немного. Вот я разговаривал с дипломатами, вот с моими друзьями, дипломатами, которые вот, действующими ныне дипломатами, которые говорят, ну, за 1 час это вот приветствие, вот, подвинули стулья, там прощание и так далее. Вот это уже 15 минут прошло. 45 минут обсуждали вопросы, а необходимо было обсудить вопросы позиции тех или иных государств по предложениям Трампа, вот, каким образом выходить, каким образом обходить, что, как с Трампом вести себя, какую позицию занимать. Далее позиции, которые касаются замороженных российских средств. Вот. То есть все это в 1 час невозможно. Вот, невозможно обсудить, поэтому и говорят, что, скорее всего,
эта встреча, вот она закончилась, там, скажем, внутренним каким-то конфликтом, скандалом, недопониманием, скорее всего, потому что вот тайминг указывает на это. Тайминг указывает на то, что за 1 час обсудить эти вопросы было просто невозможно. Первое. Второе. Дальше он летит в... Нет, я хочу здесь добавить, с вашего позволения. Нам сообщили сегодня, кстати, это с опозданием в 2 дня, что сразу после этой встречи участники без Зеленского начали Трампу звонить и Да, тоже это с ним правда. это обсуждать. Это правда. Они начали говорить с Трампом и начали говорить даже то, что официально прозвучало, что они начали поддерживать миротворческую миссию Трампа. Вот, это очень важный момент. Но без Зеленского. Зеленский поехал после этого в Ватикан. В Согласованная Брюссель. встреча. Нет, ну в Брюсселе это он побывал, но я имею в виду, что брюссельская встреча была более такой проходной. Вот, а вот что касается Ватикана, почему она интересная встреча, где тоже встреча с папой, аудиенция у папы была только полчаса, 30 минут. Но почему? Зеленский пытался убедить папу в том, что необходимо, чтобы папа выступил до определенной степени посредником по католической линии, по линии церкви, для урегулирования определенных моментов, связанных с невосприятием Зеленского Венсом и Рубио. 2 католика на ключевых должностях в Соединенных Штатах. И, соответственно, вопрос стоял именно таким образом, что, знаете, была такая песня после Второй мировой войны. Вот, там, мелкий дождик прошел в Ватикане, собрался кардинал по грибы, тут приходит он к римскому папе: «Папа, папа, ты мне помоги». Ну вот приблизительно это та же ситуация. «Папа, папа, ты мне помоги». Вот. Очевидно, что вряд ли его послушали. После этого встреча с Джорджем Мелони. Вот, и Мелани продлилась встреча 1,5 часа, и, как сообщают итальянские средства массовой информации, эта встреча прошла едва ли не на повышенных тонах, и абсолютное недопонимание друг друга показало. Мгм. Трамп Вот. Это, был идеей фикс Зеленского, мол, Мелани, помоги мне с да, Трампом, а да, Мелани у говорят, Трампа завязывай, сейчас, Вова, все, да, баста. именно. Именно. Трамп, сейчас Мелани рассматривается как одна из любимец Трампа. Вот у него есть несколько в Европе политиков, к которым он очень там, имеет определенные сантименты, он и его команда. Вот. И, соответственно, Мелани входит в число тех политиков, которым Трамп неравнодушен. Именно как партнерам политическим. Я тогда вот в эту хронологию и в эту диспозицию хотел бы немножко уточнить более подробнее по позиции папы, потому что он потом, ну вообще, конечно, это цирк. Я не понимаю этих людей. Я такое ощущение, что необразованность, вот это невежество добралось уже и до Святого Престола. Они в пресс-релизе написали, что состоялся дружеский разговор о войне. Ну, то есть, это такая, это не то, что ошибка, это прям, это позор, понимаете. Дружеский разговор у них состоялся о войне, но папа после этого выходил с заявлениями, которые касались как раз-таки Америки и Европы, на стороне Европы, мол, Трамп вот это рушит порядок вещей, западную нашу цивилизацию, единство Запада. Сейчас вообще какая-то странная история. Европа говорит о суверенитете Европы, который Трамп попирает. Почему? Вы понимаете, дело в том, что позиция Европы вот, это позиция Аллочки-людоедки. Не учите нас жить. Да. И дальше, соответственно, требование помочь материально. В любом случае, вот, если речь идет, например, про НАТО, про трансатлантическое сотрудничество, Европа занимает позицию: США нам должны. Они должны. Но как только Соединенные Штаты пытаются чем-то там упрекнуть Европу, вот, предложить какие-то моменты, там, увеличить расходы на определенные статьи и так далее, они начинают кричать, что вы нарушаете наш суверенитет. И это наблюдается уже не первый год. Это наблюдается примерно
примерно, знаете, где-то еще перед активными действиями, если я не ошибаюсь, была встреча НАТО, представителей НАТО, государств НАТО в Лос-Аламосе в свое время. Это еще до 2014 года, еще Меркель была, там присутствовала. И уже там тогда возникло вот это недопонимание. Еще тогда Обама критиковал Меркель за подобного рода позиции. Вот. Так что здесь нет ничего странного. Что касается папы. Вот. Ну, понятное дело, что папа не всесилен. Вот, и у него очень разветвленный аппарат. Руководитель, фактически премьер-министр, ну, скажем так, государственный секретарь Ватикана, Пьетро Паролин, он был и при предыдущем папе. Это человек, который ведет фактически всю политику Ватикана. Человек, который очень тесно взаимодействует с британскими элитами. Вот, ну, неформальный министр иностранных дел Ватикана, то есть государственный секретарь по вопросам международных отношений. Он сам британец, между прочим. Так, Галлахер, фамилия его. И нынешняя позиция Ватикана, она ничем не отличается от предыдущей позиции. Они дальше продолжают старую песню, старую тему относительно того, что необходимо все-таки поддерживать вот этот условный глобалистский порядок вещей. Вот именно в надежде на это, на то, что Зеленский тоже вписывается в этот глобалистский порядок, Зеленский и пытался говорить с папой, что мы же, в принципе, единомышленники по многим вопросам, но у вас есть еще и рычаги воздействия на определенных католиков, которые находятся в окружении Трампа. Подействуйте на них, условно. Это была позиция Зеленского. Я не знаю, что ответил ему папа. Знаете, многие надеются на то, что Ватикан может помочь в той или иной ситуации, повлиять на Соединенные Штаты, особенно помня легенду о том, что именно Иоанн XXIII, папа Иоанн XXIII в 1962 году, остановил Карибский кризис. Вот, что вроде бы его звонок президенту-католику Кеннеди был решающим, и Кеннеди тогда решил, ну ладно, так и быть, останавливаемся. Но это легенда, еще раз скажу, это историческая легенда, вот, но многие в нее верят. Константин Петрович, 5 минут назад Зеленский у себя в Телеграме опубликовал материал и даже там определенный фотоотчет, значит, о том, что вместе с командой своей, там у них там Свириденко, Кислица, Сибига, в общем, Полиса, кажется, ну, в общем, вот эти все как бы офисные, ну, мало кто выдающийся, да, но тем не менее, да, вот они, собственно, там, Бевс, да, вот этот советник, значит, они провели продуктивный разговор с американской стороной, сидели в совещательной комнате и включали по Зуму, по Скайпу, по видеосвязи. Интересно, что Скотта Бессента, Джарарда Кушнера, Ларри Финка. Значит, фактически это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по тому, как отстроить Украину, экономически, в общем-то, ее восстановить. Мы подготовили украинский взгляд на базовые 20 пунктов, пишет Зеленский, фундаментального документа об окончании войны. Именно общая безопасность будет определять безопасность экономического, в общем, блока, в общем, ну, понятно, да, бизнес-климата. Мы, в общем, также согласовали следующие контакты между командами. Как всегда, с нашей стороны задержек не будет. Работаем на результат. Спасибо президенту Трампу и его команде за поддержку. Смотрите, многие оценивают, я просто прямо хотел спросить, вот когда мы пошли по хронологии визитов, да, ну, догадываться можно, конечно, по времени сопоставлять. Когда был этот, ну это же хамский ответ Трампу насчет выборов. Да. Хамский. Абсолютно. Тут видите, как все по шерсти, вот это вот все, спасибо, восстановление Украины, наш взгляд. В общем, такое ощущение сложилось, что
Примерно этого же хотела добиться и Россия в Стамбуле, втором, который возобновился. Они хотели взять тему урегулирования, разбить на некоторые подгруппы и вот собираться этими подгруппами. Но тогда все заортачились, а американцы, получаются, ну вот тоже надо по форме обратить внимание, они действуют по логике россиян. И вот эта вот встреча, да, по видеосвязи, о каком-то восстановлении чего-то, либо экономики и так далее, там и Кушнер, и Финк, и Бессент, но преподносится уже хорошо, потому что там есть денежки. Нет, денежки есть и так далее, и речь идет о денежках. Есть две концепции. Первая концепция, которая обсуждалась очень активно, и которую продвигали до последнего времени американцы, и на которую, в принципе, соглашалась и российская сторона. Российская сторона чудесно понимает, что эти там, миллиарды, которые находятся которые заморожены, что они к ней не вернутся, что Европа сделает все, чтобы не платить эти деньги. Поэтому Путин предложил, а давайте мы создадим определенный фонд, в который войдут эти деньги. И за счет этого фонда, который будет контролировать и Россия, и Соединенные Штаты будут контролировать эти деньги, будет восстанавливаться и разрушенная экономика Украины, и разрушенная экономика Донбасса, Запорожской области, Херсонской области, которые под контролем Российской Федерации. То есть эти деньги пойдут на восстановление. И, соответственно, Соединенные Штаты и Россия как бы распорядители этих денег. Украина пытается сейчас сыграть в другую игру. Вот, то, что сейчас предлагает, по моим данным, вот, Украина говорит Соединенным Штатам, а давайте изымем эти деньги изымаем. Вот. Часть из них идет Украине сейчас там, на погашение там, разных там, моментов, но львиная доля этих денег пойдут на то, чтобы оплатить работу фирм, которые аффилированы с Трампом, вот, Уиткофом и прочими застройщиками американскими, которые придут в Украину. Мы заберем деньги у русских, дадим их Трампу, чтобы он пришел. Зачем делить их там между Россией и так далее? Зачем эти деньги тратить, например, на восстановление Мариуполя там, и других городов? И, соответственно, постановка такая. Зеленский считает, что эта психология вот именно барыжная психология, по большому счету, что она должна сработать. Угу. Он думает, что это будет интересно Трампу сейчас. Ну, Трамп его и сравнил с директором бродячего цирка. И поэтому, если читать между строк вот это заявление, оно ровно об этом. Ровно об этом. Это как бы новое предложение Украины, а давайте вот мы вот поступим таким образом. Давайте кинем Россию, там, бабки раздеребаним, вам больше. Вот. Ваши же фирмы придут, за эти деньги получат контракт, подряды и прочее в Украине. Вот это вот такой подход. Это было бы, наверное, это бы сработало, если бы Трамп рассматривал Украину как определенную самодостаточную цель. Вот. Но дело в том, что сейчас у Трампа, я это тоже постоянно говорю, у Трампа и России вырисовывается очень серьезное сотрудничество, потенциальное сотрудничество. На кону стоят триллионы долларов. Триллионы долларов, которые предложены были, фактически, которые были озвучены вот, на Аляске, в Анкоридже. Это как определенная стратегическая цель. А Украина как раз является необходимым условием, примирение в Украине является необходимым условием для того, чтобы с России сняли санкции, и Россия смогла работать в этом ключе. Вот. Поэтому Украина, отдельно взятого украинского вопроса, отдельно взятого интереса Трампа к Украине нет. Вот. И когда предлагают подобного рода взятку, скажем, фактически, вот, понятное дело, что Трамп может только посмеяться. Потому что зачем ему копейки по сравнению с тем, что он может получить, и то, что он может фактически реализовать для Соединенных Штатов. Трамп уже понимает, что ему сейчас речь идет о двух моментах для него. Это уже не идет речь о том, чтобы только получить там Нобелевскую премию мира или еще что-то. Для него речь идет о том, с каким лицом он войдет в историю.
Это первое. Вот. Второе – это смогут ли республиканцы удержаться во власти в ближайшие 12 лет. Именно 12 лет такого задел сейчас. Стратегический горизонт. Смотрите, ну, это же какая-то тоже очень интересная последовательность. Значит, насколько я понимаю, ничего не понятно с этими 20-28 пунктами. А мы тут уже говорим о каком-то восстановлении Украины. Так непонятно, сколько будет разрушено еще в Украине. Так вот именно Зеленский и подходит к тому, что давайте заработаем сейчас. Давайте сейчас все это отставим, заработаем, а потом будем думать, вот, каким образом, на каких условиях будем еще и мир устанавливать. Вашингтон-Пост сегодня опубликовал вот эти вот моменты. Я хотел бы по парочке из них пройтись, с вашего позволения. Ну, это вот история фонда развития, который 400 миллиардов привлечет на восстановление. Да? Трамп хочет аналогичных инвестиций для России, они пишут. Это как бы там чиновники переговоры с BlackRock, Всемирным банком ведут по этому поводу. Но мне интересно вот от другого. Ну, другие моменты. От них давайте оттолкнемся. Значит, США предоставляют гарантии безопасности типа 5 статья. Украина хочет ратификации Конгрессом. Это издание вот так проанализировало, что сейчас в этих пунктах. ЕС в 27 году, мол, Штаты должны надавить на Венгрию и тех, кто против, чтобы Украину приняли. Обмен территориями, там спорно, значит, как проведены границы, и начинают уже звучать варианты корейские, типа вот фронт и демилитаризованная зона по обе стороны. В общем, непонятная история по этому поводу. Ну и, собственно, повышение ограничения числа армии. Ну, 800 тысяч армия, это, считайте, не будет никакого ограничения числа армии. Вот эти моменты, если их проанализировать, как вы думаете, ну нет же поля для маневра, казалось бы. Потому что вот мы сейчас обсуждаем эти все вещи, а следующим же вопросом, абсолютно логичным, хочется задать прямо. А России нужна вот, ну, вот такая конструкция? А Россия за, ну, условно, выборы? А Россия за перемирие рождественское, которое якобы проталкивают американся? Ну и по вот Россия этим пунктам. неоднократно говорила о том, что никакого перемирия она не гарантирует, она не будет идти ни на какое перемирие, потому что она рассматривает перемирие как возможность усиления украинской страны. Условно, мы прекращаем стрелять, а в это время Украина напичкивает оружием, в это время Украина там передислоцирует войска, проводит новую мобилизацию. То есть мы против такого. Либо полноценный мир, либо продолжение боевых действий. Это первое. Что касается выборов. Россию устраивает любой вариант. Вот, если Украина продемонстрирует, что у нее есть легитимные переговорщики, Зеленского легитимным они не считают. Если есть легитимная переговорная группа, то, соответственно, Россия готова с ней вести диалог. Вот. Легитимным институтом власти в Украине остается сегодня Верховная Рада. Верховная Рада, хоть она уже и пересидела свой срок, но Конституция четко регламентирует, что Верховная Рада в условиях военного положения продолжает работу, и выборы Верховной Рады не могут состояться. Относительно президента нет такого указания в Конституции, положения в Конституции. Поэтому я думаю, что на самом деле Россия в этом отношении как раз ждет именно того, что ей предложат легитимного переговорщика со стороны Украины. Путин с Зеленским садиться за стол переговоров не будет. Что касается других вопросов, численность армии. Ну, смотрите, дело в том, что, конечно же, что можно торговаться. Но скажите, а Украина прокормит 800-тысячную армию? Украина нет, Европа прокормит. А зачем Европе кормить 800-тысячную украинскую армию, если нет сейчас боевых действий, и Украина, например, не играет сейчас какую-то роль, ну, скажем так, роль определенного триггера России, не оттягивает российские силы и прочее. Зачем кормить эту армию?
Ну, чтоб повоевали. Вы сами отвечали как, на какой-то из наших встреч на Я этот понимаю, да, вопрос. что они готовятся к войне. Они готовятся к войне, я понимаю. Но дело в том, что подготовка к войне, она должна предвидеть и правильное, грамотное распределение ресурсов. Да, Украина рассматривается сейчас, что может стоять вот эта армия, которая в определенный момент, если начнутся боевые действия между европейскими государствами и Россией, она может стать определенным элементом для открытия второго фронта. Вот. Но для этого не надо держать эту армию. Для этого достаточно иметь резервистов. Смотрите, а что за игры с Приднестровьем у Буданова? Сегодня он сообщил, что там готовят ДРГшников, какая-то вот угроза исходит от Приднестровья. Это постоянная тема. Это постоянная тема, и я боюсь, чтобы как бы не подожгли приднестровскую тему для того, чтобы сорвать переговоры в Украине. Начиная с апреля 2022 года тема Приднестровья, тема того, что Украина вторгнется в Приднестровье или что будет какая-то провокация со стороны Приднестровья, вот, она постоянно поднимается, эта тема. Стоит отдать должное Майе Санду, президенту Молдовы, вот, что она при всей вот этой именно прозападной ориентации, она не дает добро на разного рода действия, относительно военные действия против Приднестровья. Именно она является сдерживающим фактором. На нее оказывалось давление со стороны Великобритании, со стороны европейских государств. Давайте сейчас мы вот подожжем Приднестровье, молдавские войска входят в Тирасполь. Путин не оставит этот анклав без внимания, ему придется идти на Одессу, там мы ему дадим поражение полное, с этого момента посыпется все. Вот, она была категорически против все это время. Ну, более того, давайте говорить откровенно, у Майи Санду личное сложное вот, отношение к Зеленскому. Она его просто не переваривает. Вот, как человек. Ну, это... Вот парадокс, слушайте, все его не переваривают, а все с ним икшаются. Нет, не все, почему? Макрон его любит. Макрон любит такой странной любовью. Да, значит, друзья, мы в прямом эфире, и вот сейчас поступают новости. Ну, во-первых, в CNN вышел Дубовик, это руководитель ЦВК, Центральной избирательной комиссии, и говорит, слушайте, нам надо полгода, чтобы были честные, прозрачные выборы. Вот дадите нам отмашечку и полгодика, и мы вам организуем, да, то есть безопасность, все дела. Это как раз вот уже начинается такое. Насколько мне известно, реестр избирателей на сегодняшний день уже готов, причем готов давно, причем под мудрым и чутким руководством американских товарищей все это происходило на протяжении всего 24 и 25 года, формировали. Вот, определяли, кто куда переехал, где кто находится, перемещенные лица, сколько людей и прочее. То есть запустить его – это вопрос месяца, условно. Финансирование комиссий – это вопрос росчерка пера министра финансов и премьер-министра. Британцы 500 миллионов, кажется, да? 500 миллионов общий вклад британцев в эту историю. Представляете? Фунтов. Да, но дело в том, что, да, я соглашусь, что вопрос безопасности проведения выборов, он может быть действительно важным. Хотя есть мировая история, знает примеры, как проводились выборы именно в условиях боевых действий. Не останавливающихся боевых действий. Значит, смотрите, выходит Зеленский с обращением, заявляет, предложил Раде разработать законы о выборах во время войны. Также из его слов, ну, такой достаточно... Ой, ну опять он хамит, короче, американской стороне. Вроде так хорошо поговорили по финансовому блоку, а вот, собственно, выходит и опять хамит. Цитирую. «Сегодня я говорил с представителями Верховной Рады Украины. Предметно, я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине, о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение». Это непросто, но давление на это нам точно не нужно. Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение, говорит он в вечернем сегодняшнем обращении.
То есть, Ну, я так... Смотрите, какой вывод мы делаем? Вот со вчерашнего дня еще понятно, что выборы будут во время военного положения. То есть, во время мобилизации, то есть, лучшие наблюдатели за выборами – это представители ТЦК. да, именно можно даже разместить в этих как раз помещениях ТЦК избирательные участки можно разместить. Вот. Проголосовал и на фронт. Так что называется. Что касается самого законопроекта о проведении выборов в условиях военного положения, а там должна идти речь о том, что необходимо изъять из закона о военном положении положение о невозможности проведения президентских выборов. Этот законопроект зарегистрирован в секретариате Верховной Рады примерно 1,5-2 месяца назад еще. Он уже находится в Верховной Раде. Я где-то месяц назад общался с одним из народных депутатов, который находился в Европе, и, соответственно, он мне сказал, так вот, уже есть, зарегистрирован этот законопроект. Вот, так что Зеленский просто уже озвучивает определенные элементы сценария, который был прописан еще Ермаком. Что ж это будет за видение такое? Ну вот, понимаете, тут тоже очень важный момент, наверное. Если у нас военное положение, а как избирательная кампания будет проходить президентская? Вот тут и дело. При монополизации всех телеканалов, скажем так, любая дискуссия, встречаются два кандидата в президенты, начинают вести дискуссию вокруг того, что надо прекратить войну, надо начать возрождение Украины. Из студии, с дебатов они выходят со 111 статьей каждый в этих условиях. Со 111 статьей «Измена Родины» они выходят. Будут просто-напросто сейчас, скажем, проводить выборы без выборов. И Зеленский понимает, что вот именно в условиях военного положения это единственный возможный вариант, при котором он выиграет выборы. Потому что честные выборы в условиях политической конкуренции медийной и так далее, он выиграть не сможет. Почему полгода? В данной ситуации, опять же, для того, чтобы оттянуть время, возможно, что у Зеленского считают, что давайте мы будем сейчас выставлять планку определенную. Если американцы скажут, что нет, все-таки не через полгода, а надо например, провести их в феврале, выборы, мы согласимся, но зато выторгуем какие-то другие преференции. Не будем снимать военное положение, например, и прочее. То есть комендантский час, то есть блокпосты, то Конечно. есть, вот это все, я имею в виду нормы вот этой жизни. Отключение света, Константин Петрович. Конечно. Вы знаете, что я могу даже предположить, что сразу же в 8 часов вечера закроются избирательные участки, только приступят к подсчету бюллетеней, как сразу же отключат дружно по всей Украине, отключат свет. Именно там, где будут находиться избирательные комиссии. Это первое. Второе, что будут разного рода заявления относительно того или иного кандидата, что он работает на Россию, что у него есть российский паспорт, что у него есть некий бизнес в Крыму остался. То есть все это будут против этих людей использовать по принципу Труханова в Одессе. Когда неважно, есть у него российский паспорт или нет, есть нарисованная картинка в фотошопе. Этого достаточно. И будут снимать с дистанции неугодных. Через тот же ТЦК. Понятно. Тогда я задам вопрос к вам, не буду говорить профессиональный, полупрофессиональный. Приходит к вам человек X, X, и говорит: Константин Петрович, а сделайте ко мне, пожалуйста, видение, поделитесь, или какой-то наброски какие-то вашего представления, как мне пойти на эти выборы. Что бы вы ему ответили?
Я сейчас честно говорю людям, которые обращаются ко мне и которые хотят идти на президентские выборы, я говорю, вот если вам действительно надо не... Если вы не ради олимпийского принципа, главное не побеждать, а участвовать, а если действительно хотите на что-то надеяться, на какой-то результат, вот, подождите. Через один электоральный цикл. Тем более, что следующий президент будет избран на короткий срок, следующая Верховная Рада тоже будет избрана на короткий срок. Почему? Это будет и короткий президент, короткий парламент, потому что не избежать нам новой конституции и выборов уже по новой конституции. Мгм. А, Закрыли... Знаете, это такая, будет новая Верховная Рада, скажем, если вот сейчас мы про президентский говорим, а следующая Верховная Рада, это будет Верховная Рада таких, я бы их назвал бы хомячков. Известно, что задача любого хомяка в этой жизни – это поесть, поспать и сдохнуть. Вот приблизительно та же функция будет у следующей Верховной Рады. Там, принять несколько важных документов, перессориться между собой и самораспуститься. Понимаете, это все, конечно, хорошо, но... Ну вот неужели Зеленского переизберут при всех прочих условиях? Если это будет в ходе военного положения, во время военного положения, да, переизберут. Несмотря на то, что 90% за него не проголосуют. Ну, и зачем нам тогда весь этот сыр-бор? Я имею в виду народ Украины. Одна надежда только на то, что, скажем так, что американцы попытаются вот сыграть здесь в честные выборы и перекрыть как бы вот эти все схемы. Вот, потому что если только будет все в традиционный для Украины способ проходить, так как проходили выборы 2019-2014 года и ранее, вот, то Зеленский побеждает в одни ворота. Какие-то такие не очень оптимистичные у вас умозаключения. Я понимаю, именно поэтому я сторонник, знаете, все чаще и чаще я сторонник неконституционных методов. Ну, можно вообще перекроить государство, монархию можно объявить. Почему нет? Я понимаю, я просто сторонник неконституционных методов, понимая, что Зеленский должен уйти со своего поста. Вот. Причем, если выборы только укрепят его во власти, то выборы в данной ситуации необходимо проводить уже в той ситуации, когда Зеленский будет находиться где-то в изгнании. Фронт очень тяжело. Мирноград окружен, это уже признают, рисуют. Это кремлевские нарративы. Это все кремлевские нарративы. Сырский сказал, что Мирноград не окружен, а мы контролируем значительную часть Покровска. Вот. Он же это сказал журналистам. Не, он тоже сказал, что он спит с солдатами. Ну, в том плане, что в расположении. То я уже думал, что это такой камин-аут. Это закрытая часть его биографии, он об этом не распространяется, но он прям на передовой, прям в окопах, в этих спальниках, вот это вот с ними. Отец родной, понимаете? Ну, слуга царю, отец солдат, да. Ну, вы же видите, что как бы дела достаточно худо идут. Рёбке уже последние волосы выпали у него на голове. Он публикует и публикует. Я понимаю, но дело в том, что Сырский генеральный штаб, они занимаются тотальной, повседневной дезинформацией, с одной стороны, президента, я уверен, с другой стороны, общественности. Вот. И сколько бы мы ни говорили о том, что катастрофа сегодня под Покровском и под Мирноградом, они говорят, нет никакой катастрофы, нет. Мы там все контролируем, все под контролем. Почему-то Генпрокуратура закрыла, засекретила данные о количестве СЗЧ. Почему? Готовится усиление мобилизации? Думаю, что не только по этой причине, а просто ужасающие цифры показывают, сколько людей сейчас находится в СЗЧ. Это первое. Второе – это пример для подражания тем, кто находится сегодня в армии.
когда они видят эти цифры, когда они видят, что там каждый, кто сомневается, кто готовится там, к уходу дезертировать, уйти в самоволку и так далее, вот, они попросту видят, что они не одни, что таких, как они, сотни тысяч, и они понимают, что вот им ничего не будет за это. И они уходят. Это то же самое, что было в 1917 году в российской армии. Ну, армия Российской империи, да, вот это. Да, Вы именно. имеете в виду, Во да. время Первой мировой войны. Ну, уже тогда не империи, тогда скорее республики уже. Российская Ну республика. да, Во времена какие-то Временного правительства. временно Керенский там, да, это понятно. Да. Я просто вот к чему веду эту тему. Сегодня массово побежали все журналисты опрашивать народ. Ну, то есть вот эти... Смотрите, с точки... Опять, я просто всем объясню, как это выглядит. Да? Значит, выходит человек, он называется корреспондент, и он опрашивает первых встречных. Люди ему, ну, там, кто охотно, кто неохотно. Это все собирается и вырезается конкретное мнение. Последнее время я заметил, что, смотрите, это никогда не была журналистика, потому что выбирается и подбирается. Кто-то балансирует, чтобы было поровну, кто за, кто против. Кто-то делает перекос в одну из сторон. Кто-то, это сейчас много в последнее время, берет там 2-3 человек, и вот это они по кругу отвечают на 2, там, например, разных вопроса. То есть это не люди думают, это просто какой-то встречный, ответ которого плюс-минус было можно разобрать и подходит по задумке. То есть это с вами журналист или там издание делится не, ну, собственно, не объективной картиной, а задумкой редакции. Ну, такая редакционная статья, которая условно переложена в рот обычных прохожих. Это просто, чтобы я объяснил. Потому что это не социология, это ничего, это просто какая-то бабка с какого-то города что-то думает. Вот в прямом смысле этого слова, как вы приводили пример про Коломойского, Константин Петрович. Два вопроса сейчас гуляет. Вопрос первый. Зеленский, да? Ну, стоит ли там менять Зеленского, там, идти на выборы его, и там такие опросы BBC снимают. Ой, он нас не бросил, в 22-м, наш батюшка, вот просто вот, потужный, молодец, надо его поддержать тоже. Люди говорят на камеру. А вторые опросы все ринулись в Краматорск и начали спрашивать у них, мол, отдавать Донбасс или не отдавать? Конечно, изначально этот вопрос, он, ну, какой ответ встретит? У людей, которые сидят, видят, что фронт, война приближается, бомбят, и они очень сильно надеются на то, что раз по линии разграничения все закончится. Ну вот они на это уповают и до последнего не уезжают. Эти люди были в Покровске, эти люди были в Константиновке, точно такие же настроения. Но они все говорят, что нет, в общем, нечего тут россиянам делать, пошли вон. Вообще другие говорят, ни тех не надо, хватит, будет Краматорск нормальным мирным городом. Вот такие опросы фигурируют. Что вы думаете по поводу планов на первый вопрос и второй? На Зеленского и на сдачу Донбасса? Нет, любой из этих опросов, на самом деле, любой журналист, первокурсник факультета журналистики скажет, что подобного рода опросы являются манипулятивными. Они не могут отражать объективную картину. Вот. Выборка в данной ситуации является очень случайной, поверхностной и так далее. И попросту используются подобного рода опросы исключительно как определенного рода картинка для того или иного тезиса или же для того или иного материала. В данной ситуации, да, опросили случайных людей, люди показали мнение граждан. Вот. Но, опять же, мы не знаем, каким образом формировалась эта выборка. Вот. Точно ли подошли там, значит, к каждому первому встречному, как там в фильме Марка Захарова «Убить дракона». Вот спросите у первого встречного, где тут у нас первый встречный. Так вот, в данной ситуации вот именно так подготовленные первые встречные, либо же просто вырезали именно нужную картинку, как раз создали нужное количество людей, которые будут демонстрировать глаз народа.
Вот этот глаз народа, кстати, он использовался неоднократно в ходе разного рода кампаний. Технологи очень часто это используют для подтверждения той или иной правоты того или иного политика, вот, правильности его позиции. Так что эта тема не новая. И очевидно, что просто был поднят вопрос, что необходимо показать единогласное одобрямс, единогласную поддержку Зеленского и нашей линии на то, что Краматорск сдавать не будем. Понимаете, в чем вопрос? Тут же тоже момент очень специфический. Сдавать как? Ну вот, что предусмотрено? Что значит сдавать? Сдавать как? Бросить людей, сказать, выбирайтесь сами. Если выбираетесь, то остановится ли огонь на момент, когда будут сдавать? 2 недели назад я как раз прочитал информацию о том, что прекратилось железнодорожное сообщение с Краматорском. Уже прекратилось. То есть в данной ситуации это уже посыл. Далее мои знакомые говорят о том, что постепенная эвакуация государственных учреждений тоже происходит из Краматорска. Вопрос тогда, эти знаки люди каким-то образом, наверное, распознают. Есть несколько категорий людей. Есть категория людей, которые считают, что вот приближение фронта, значит, им необходимо валить очень быстро, потому что становится небезопасно. Есть те, которые считают, что хуже уже не будет. Вот. И, соответственно, никуда мы отсюда не уедем. Здесь наш дом, вот, здесь могилы родных и прочее. Поэтому это наша земля, никуда мы не уйдем. И есть третьи, те, которые действительно ждут прихода новых, скажем, хозяев ситуации. Так что вот 3 эти категории, вот, ну, с каждой из этих категорий, очевидно, ну, каждая имеет свою правду, имеет свое понимание того, как жить дальше. Вы знаете, наш сегодняшний опрос, он звучит как там, остановят ли выборы войну, да? Но я хочу в финале основной части, сейчас перейдем к вопросам зрителей, их тоже очень много, задать вам вопрос, может ли войну остановить референдум? Но открытый, честный, понятный, чтобы не было давления, ну, условно, на этих людей по таким спорным вопросам, которые кажутся сейчас неразрешимыми. А я их перечислил. Это территории, ну и другие там вещи. Референдум. И чье мнение должно... Вот Зеленский сейчас же что говорит? Депутаты, дайте мне законодательство, да, чтобы во время войны выборы провести. Погоди, а референдум? Местный или всеукраинский, но не в том законодательстве мирного времени, когда там надо там, полгода готовиться, собирать группы, слушания, ну, мирное время, конференции, вот это все, а какой-то такой экстраординарный вариант. Ну, в том-то и дело, что у нас закон про референдум не прописан именно под подобного рода моменты. У нас закон о референдуме, он предвидит, что может быть вынесен только один вопрос на референдум. Очень сложная система вынесения этого вопроса на референдум. Далее, соответственно, необходима имплементация. То есть Верховная Рада должна проголосовать за это решение, за результаты референдума. Плюс ко всему, есть один нюанс. На референдумах, в отличие от выборов, не предусмотрены наблюдатели. Вот. То есть большое количество разного рода моментов, которые показывают, что референдум может только заболтать ситуацию, оттянуть решение ситуации, но не решить ее. Просто, понимаете, когда мы подходим к таким важным вещам, то народ выставляют как каких-то, ну, недоумков, ей-богу. Плюс ко всему, есть один момент. На референдум, согласно Конституции, согласно законодательству, не могут выноситься вопросы, которые противоречат первой части Конституции. Условно говоря, про территориальную целостность и прочее. Ну, эти же пункты можно поменять. Ну, нет, так нет. В данной ситуации Конституция, любые изменения в Конституции тоже там Во время военного положения, да.
Значит, друзья, подведем итоги нашего, ну это не референдум, просто опрос, остановят ли выборы войну. 9% Россия не даст, Зеленский их устраивает. 14 да, это последний шанс для Украины. 18 нет, пройдут параллельно, вот как Зеленский сейчас призывает депутатов. И 59% все-таки считают, что Зеленский не собирается ничего проводить, Константин Петрович. Видите, так что вот народ очень хорошо знает своего президента. Ну так столько лет с ним, ни с одним столько не Конечно, были. да. Они верят в него. Ни с одним столько не были. Ой. Так, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо за то, что поддерживаете канал, ставите лайки, подпишитесь на Костя Бондаренко. Сделать это можно и в Телеграм, ну и, конечно, на YouTube. Начнем с закрытого клуба зрителей Шелеста. Отсюда вопросы, потом сообщество и чат-трансляции. Поэтому сразу в чат не пишите свои вопросы. Полетели. Так, значит, Константин Петрович, Андрей пишет вам. Вам не кажется, что нынешняя война укладывается в 300-летнюю закономерность? С времен Петра Алексеевича Европа нападает на Россию со следующей периодичностью. Как только умирает от старости последний солдат, получавший люлей от России. Так Европа начинает очередной поход на восток. 1700-й. 1721 Северная война. Множество войн в период Катерины II. 812-1814 Наполеон. 1855-1877 Крымская война с перерывом. 14-45 Первая, Вторая мировая. По сути, одна война. И вот теперь, когда, считай, умер последний солдат вермахта, началась СВО, а к 27-му обещается подключиться и вся Европа. Вы еще забыли Семилетнюю войну, в ходе которой российские войска взяли Берлин. Вот. И что касается вот этой, скажем, периодичности, вот, да, очень многие говорят о том, что как только уходит поколение, знавшее войну, не просто там получившее там определенное поражение в ходе той или иной войны, вот, но в принципе поколение, которое нюхало порох. Как только оно уходит, приходят люди, для которых война является чем-то виртуальным, чем-то абсолютно далеким от понимания, далеким от практики, чем-то романтизированным, и, соответственно, начинают новые войны. Вот сейчас мы переживаем именно тот период, потому что после Второй мировой войны сменилось несколько поколений. Сначала было поколение тех, кто воевали непосредственно, кто были как раз творцами победы. Потом пришло поколение вот во времена уже Брежнева, например, и других. Пришло поколение тех, которые воевали непосредственно, которые были именно на передовой и так далее. Дальше пришло поколение, которое детьми видело войну. Вот, война отпечаталась в детских воспоминаниях, которые потеряли родителей в ходе войны и прочее. А после них пришли люди, для которых война – это героизм дедов и прадедов. Вот. Но, скажем так, часть семейного предания, но не больше. Вот. А сейчас, кроме всего прочего, на это еще наложилось то, что при власти в Европе находятся люди, которые, это поколение, там, я не знаю, поколение, которое росло не столько даже на истории войны, сколько на компьютерных играх, на компьютерных войнушках. Да. И они считают, что у каждого из них по несколько жизней, что можно там, соответственно, военная стратегия на компьютерах может позволить им преодолеть их противника, для которых люди, солдаты и так далее, это просто расходный материал, который попросту там можно пополнить за счет там, определенных манипуляций, докупить в лучшем случае там, или так далее. Вот поэтому вот это поколение компьютерных стрелялок, оно сегодня вот, провоцирует абсолютно реальные войны. Алекс, вопрос Константину Александру. Вы слишком много внимания уделяете Зеленскому, даже книги ему посвящаются. Но он всего лишь следствие, а не причина всех бед. Копать надо со времен Кучмы, когда Украина стала становиться антипроектом. Может быть и раньше. Слишком много внимания этой шестерке англичан. Будете ли вы копать глубже?
спрашивает Обязательно Алекс. будем. В наших программах мы тоже неоднократно уже отсылали как раз именно к тем истокам и предпосылкам, которые повлияли на появление Зеленского. Но без него никак. Он является лицом, фронтменом определенного процесса. Вот. Это как Трамп. Бури, детка, бури. Да. Да, значит, Вера, как вы оцениваете анализ Дмитрука, согласно которому в Украине в ближайшее время не будет выборов, а такие политические субъекты, как Порошенко, Тимошенко, Зеленский и другие представители партии войны или постмайданной политики полностью исчезнут из будущей политической конфигурации страны? Насколько реалистичным вам кажется прогноз о формировании принципиально нового политического поля и отсутствия выборов в ближайшей перспективе? Ну, это один из вариантов, и я думаю, что он имеет право на жизнь. Более того, что Артем Дмитрук в этом плане достаточно убедителен. Вот. Но многие моменты, они, понятное дело, что можно предполагать, прогнозировать и прочее, но потом вторгается жестокая реальность, которая может спутать карты. Вот. Да, я считаю тоже, что многие политики, к которым мы привыкли, вот, они уйдут в небытие в ближайшее время. Будет перезагрузка. Придут люди, которых мы вообще не знаем их имен. Вообще просто. Вот. Но это будет процесс достаточно быстрый, но все-таки не процесс одного дня. Сергей, Константин Петрович, на ваш взгляд, существует ли вероятность того, что Зеленский будет осужден судом Российской Федерации, так как он предал уже всех, почему бы не воспользоваться возможностью заключить контракт с Минобороны и выйти на свободу? Да. Ну, это если Зеленский поедет в Шереметьево, там, скажем так, вот, и не пройдет через фильтрацию определенную. На самом деле я не верю в то, что будет хоть какой-либо суд над Зеленским. Он был бы справедливым, конечно, это было бы справедливое решение, если бы провести такой суд. Вот. Но для этого необходимый целый ряд условий. Большое количество европейских лидеров крайне не заинтересованы, чтобы Зеленский не только оказался на скамье подсудимых, но чтобы он начал давать показания. Денчик, извините за длинный вопрос, он про выборы. Вот скажите, реально сделать так, чтобы претендент в президенты исполнял свою программу или хотя бы двигался в этом направлении, которое заявлял? А если нет, то чтобы была какая-то ответственность уголовная, что ли, или какая-то еще, чтобы это было прописано в законе. Если не делаешь, что обещал, а люди тебя выбрали, все, люди считают себя обманутыми, сделать ничего не можешь. Это как в нашем случае про этого комика через букву «Г». Ну, чтобы люди голосовали за идею, программу, направление страны и за того человека, который будет пробовать реализовать программу. Я думаю, так было бы честно по отношению к людям. Вы знаете, один мой коллега-политолог вот в 2006 году, накануне выборов 2006 года, выступил с предложением, что давайте действительно введем уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обязательств. Для политика, который не выполнил свои предвыборные обязательства, это суд и, соответственно, срок. Вот, если он не выполнил больше, чем половину своих предвыборных обязательств. Для политической партии отмена регистрации, распуск и так далее. Вот, его чуть не разорвали. Его начали очень активно клеймить как популиста и прочее, прочее, прочее. И в этом были все едины. И партия регионов, и наша Украина тогда, и Батькивщина бьют, и коммунисты. Все дружно начали клеймить и говорить, что ни в коем случае этого нельзя делать. Так что я не верю в то, что политики враги сами себе, чтобы внести такой законопроект. Это же тогда работать надо. Что касается людей, избирателей, что касается избирателей, так они же голосуют не за программы, не за идеи, не за идеологии, большинство из них. Вот. Они голосуют по принципу нравится, не нравится. Вот. В частности, вот в лучшем случае за лозунги. Вот нравится лозунг, понравился лозунг, я проголосую. Программы не читает никто. Программы пишутся исключительно для Центра избиркома.
Вот, потому что есть такая норма. Но никто не читает программы. Я уже приводил пример, что в 2004 году у Ющенко, в программе Ющенко не было ни одного слова ни про европейскую интеграцию, ни про евроатлантическую интеграцию. Зато у Януковича программа, вот, кандидата Януковича, она изобиловала просто обещаниями вот, того, что мы вступим в НАТО, вступим в ЕС и прочее. Вот. Но народ же воспринимал по-другому, что Ющенко за западную ориентацию, Янукович за Россию. Вот. Какой Это, вы программы читаете? да, ну, работа у меня Вы такая. представляете? Программы читаете. Да. А что касается задача любого технолога в целом, вот, который работает с политиком, это создать у народа эмоцию. Вот. Работают не с умом, работают с сердцем, работают с эмоциями. Чтобы человеку создать такую эмоцию, чтобы он, когда придет в избирательную кабинку, подумал: о, я за Ивана Ивановича проголосую. Да, уж много было эмоций на последних, ну, крайних, да, выборах в 2019 году. Вечер добрый, Александр Константин. У Коломойского осталась какая-то власть или влияние, или после посадки в тюрьму он просто обычный безобидный дедушка? Нет, у него остались средства, остались деньги, бизнес его пытаются угробить, хотя есть у него бизнес, который работает на него, есть телеканал, который работает на него и прочее. Но сказать, что его влияние, то, которое было в 2019 году, это, конечно же, погрешить против истины. Лилия, добрый вечер. Саша Константин Петрович. Вопрос к гостю. Константин, как думаете, блефует ли Путин, говоря об отжатии Черного моря у Украины? Или этот вариант действительно существует как один из реальных сценариев? Когда Марк Рютте сказал, генеральный секретарь НАТО, сказал, что у НАТО нет варианта «Б» относительно Украины, то я скажу, что у России и у Путина вариант «Б» есть. Этот вариант «Б» – это как раз именно отжатие не только Черного моря, вот, выхода к Черному морю, но и попытка отжать там, Харьков и другие регионы на левобережье. Геннадий, вот вопрос к историку. Кто спонсировал бунт Пугачева и какие силы за ним стояли, и почему в Европе его называли маркиз? Да, это старая тема, которую неоднократно поднимали еще начиная с 19 века, кто же давал ему деньги и кто стоял за ним, почему в Европе к нему было подобного рода отношение. Очевидно, что его рассматривали как действительно реальный противовес Екатерине, особенно в условиях, когда были те или иные успехи армии Пугачева в начальном этапе. И очевидно, что многие считали, что на Пугачева необходимо сделать ставку, необходимо ему дать возможность, вот, чтобы бунт развивался дальше, поскольку он бы ослаблял Россию. Но что касается именно финансирования, есть несколько версий. Я встречал у разных историков разные версии. Понятное дело, сейчас политически мотивированная версия, что за всем этим стояла Великобритания, тогда еще Англия, вот, что это они спонсировали исключительно из вредности. Вот. Да, ну, есть такая версия. А также была версия о том, что это турецкая авантюра. Так, вопрос такой. Минин и Пожарский возглавили ополчение, и народ был религиозен. Преподобный Сергей Радонежский благословил князя Дмитрия Донского на битву, и народ был религиозен. Богдана Хмельницкого поддержал народ, ибо был религиозен. Сталин в первые дни войны обратился к гражданам со словами «братья и сестры», и народ был не религиозный, но идейный. Пуштун Мустафа и иудей Арсений позвали на Майдан-2 обещаниями европейских благ, и население поддержало, так как не религиозно и не идейно, и это привлекло к АТО, потом СВО. Новому Хмельницкому наших дней каким чувством общества потребителей взывать? Вера растоптана, национальная идея оказалась нежизнеспособна, остается только обманывать обещаниями новых плюшек типа европейские пенсии, суды, дороги, смартфоны пенсионерам и так далее.
Я не знаю, почему Арсения Яценюка считают иудеем. Вот. Я очень хорошо знаю семью Арсения Яценюка. Мама из Гуцульщины. Вот, и отец его был моим замдекана, преподавал историю СССР, период от Петра I до Николая II. Вот. Отличный лектор был, мы очень любили Петра Ивановича, лекции Петра Ивановича. Вот. Арсений Яценюк не имеет никакого отношения к иудаизму, вот, это я скажу, несмотря на то, что есть такая версия. Ну, у нас и Петра Порошенко считали иудеем, и Юлию Тимошенко считали иудейкой, то есть это распространенная версия. Вот. Нельзя сказать, что Арсений Яценюк мой герой, скажем так, что я к нему отношусь там положительно, но давайте не будем ему наклеивать там определенные ярлыки или стереотипы. Вот. Что касается темы, которая могла бы быть объединяющей, ну, тут, я не знаю, тут необходим, наверное, не мозг одного человека, тут необходим мозговой штурм, серьезный мозговой штурм для того, чтобы подумать о будущем, подумать о том, что может стать объединяющим фактором. Потому что сегодня, я вот уже в нескольких интервью сказал, сегодня главная объединяющая тема, которая объединяет украинцев, это страх. Не столько даже не страх, нет, даже не страх. Это желание выжить. Желание выжить любой ценой. Страх, да, страх перед там, ТЦК, страх перед мобилизацией, страх перед властью, перед тем, что придет СБУ. Но это все как бы один из элементов. Но самое главное – это желание выжить во что бы то ни стало. Вот. И что может объединить, это фактически поднять народ, это если народ поймет, что их загоняет фактически в безысходность определенную. Так, значит, ну, опять-таки, знаете, мы тут, если честно, я с таким, не знаю, упоением вспоминаю Януковича, который обещал стабильность, что жизнь ваша должна быть спокойна и уверенна, уверенность в завтрашнем дне, вот это вот все, понимаете? И это кажется как вот из не то что прошлой, позапрошлой, позапозапрошлой жизни, это кажется каким-то неимоверным. Так, ну, так это вы понимаете, в чем дело? А это-то как раз и отобрали. Это отобрали. Но дело в том, что сейчас никто не может это дать, потому что в ближайшие годы никто не даст стабильность. Даже обещать стабильность сейчас никто не сможет. Просто народ не поверит в это. Вот выйдет какой-нибудь там политик, какой-нибудь Белецкий, там, условно говоря, кто там еще там у нас, Порошенко еще скажет, я дам стабильность. Белецкий и стабильность, это да. Я дам стабильность. Да его забросают помидорами просто, там, скажут, что какая стабильность, на чем стабильность, где стабильность? Да. А говорить честно с народом политики наши не умеют. Говорить, что жить будем плохо, но недолго, как говорил Григорьевич. О, это да. Владислав, многие, и вы в том числе, говорят, что после возможного мира Украину ждет неизбежная внутренняя дестабилизация. Но мало кто говорит, что основной причиной будет не только безработица и озлобленные люди с фронта, а скрытое финансирование и пособничество с Запада различных несогласных с итогом радикальных националистических групп. Это неоспоримый факт. Вопрос, какой путь вы считаете наименее разрушительным и что могло бы реально смягчить последствия данного сценария? Ведь подобие закона об иноагентах в Украине с упором на Запад явно что-то из области фантастики. Конечно. Вот. Понимаете, любой конструктивный вариант, который сегодня мы бы могли бы предложить, вот, завтра же обернется для нас 111 статьей измены Родины. Это да. Александр, Константин Петрович, вопрос к вам как к историку. В истории европейских стран было множество женщин-правительниц. В Древней Руси Ольга, Ингегерда, минимум 3 Ярославны, ставшие заморскими королевами. В Англии Виктория, 2 Елизаветы, 2 Марии. В России 2 Катерины, Елизавета, Анна. Почему в истории Украины, начиная хотя бы с 17 века, не было женщин-правительниц? Не было тогда гендерной квоты, очевидно, в этом самом вопрос. Дело в том, что... Украины не было, наверное, поэтому и не было женщины-правителя.
Нет, в том-то и дело, что не было государства, в принципе, так что, но были влиятельные женщины, которые влияли на политику. Например, при гетмане Иване Скоропадском, не путать с Павлом Скоропадским, вот, фактически, как говорят летописцы, как говорят документы, его практически всю его политическую деятельность координировала его жена. Вот. Так что поэтому, но не было как раз именно некоего института власти в виде монархии в Украине, собственной. Украина была в составе других монархий. Поэтому в Украине, в украинской истории были, да, женщины, которые правили. Вот. Екатерина I, Елизавета Петровна, Екатерина II, Анна Иоанновна. Вот. Или же Мария Терезия. Мгм. То есть все они были, Все наши, да. Мгм. да, были монархами, они были фактически властителями земель, которые сегодня входят в состав Украины. Вот. Наши предки были подданными этих императриц. Поэтому нельзя сказать, что не было в истории Украины М, владычиц. Иван Кирюшов. Здравствуйте, господа. Константин Петрович. Как мирили северных и южных вьетнамцев? Ведь они воевали с десяток лет и погибло 4,5 миллиона человек. Применимы ли элементы вьетнамской практики в нашем случае? Достаточно жестко мирили, потому что вот когда, когда войска коммунистического Вьетнама вошли в Ханой, вот, там были достаточно жесткие меры предприняты. Например, необходимо было каким-то образом трудоустроить 500 000 проституток. То есть это абсолютно столкновение двух разных идеологий, двух разных культур. Вот. А дальше были достаточно жесткие и даже репрессивные действия победителей. Понятное дело, что это было не примирением, это было покорением Южного Вьетнама. Мгм. Так, Вся это что-то... деятельность товарища Лезуана, лидера коммунистической партии, была направлена именно на то, чтобы фактически после победы над американцами победить контрреволюцию внутреннюю. Значит, вопросы такие от Александра, два их. Сегодня появилась новость о том, что бывший украинский политик, депутат многих созывов Андрей Деркач был удостоен звания Героя Российской Федерации. Что вам известно по этому поводу? Как такое возможно? За какие заслуги? И второй... Чили шел по Берлину и что-то выдавало в нем советского разведчика. То ли звезда Героя Советского Союза, то ли буденовка на голове. Да? Помните, старый-старый. Ну Так и с Андреем Леонидовичем. и какая вероятность, что кто-то из топового руководства государства останется в Украине после войны добровольно? Не, ну кто-то останется, я думаю, что кто-то останется, я не знаю, честно говоря. Возможно, люди, которые в самом начале ушли из власти, которые не несут ответственность за многие действия Зеленского после февраля 2020 года, времен Ербаковщины и последующих, возможно, кто-то останется. Но я не думаю, что они будут востребованы как политики. А вот личный вопрос от Ника. Зачем вам возвращаться в Украину, если тут гарантированно будет анархия и бедность в ближайшие 5 лет? Вернутся ли ваши дети сюда? Так интереснее всего, что мои дети как раз живут в Украине. Мои внуки живут в Украине сейчас. Вот что. А вот что касается меня, я просто, наверное, я не знаю, может, я слишком сентиментален, вот, но как-то я все-таки именно с Украиной связываю свое будущее. Вопрос из чата трансляции, можно писать уже в чат. Значит, добрый вечер. Вам не кажется, что кого бы мы ни выбрали, ничего не изменится? Пока есть селюки, будет продолжение скаканий и лозунгов. Ну, тут не в селюках дело, не в селюках, потому что вот это скакание – это совсем не элемент сельской культуры, это элемент новой городской культуры. Это элемент урбанизированного, молодежного, вот, скажем, молодежной субкультуры.
вот это скакание. Поэтому как раз в селах скакания не было. Вот. И люди, которые скакали, я очень многих знаю людей, это люди, которые являются горожанами там, в энном поколении. Вот. Так что здесь сельское мировоззрение, там, не селюки как раз задавали тон. Тон задавали, к сожалению, просто западные заказчики. А дальше действовали уже технологии. Так, значит, м, вопрос. Как вы относитесь к деятельности проукраинских YouTube историков с аргументациями типа, что Киев старше Москвы — это конструктивно или деструктивно сейчас для Украины? Это политически мотивировано. Это не то, что конструктивно или деструктивно. Но археологи говорят о том, что не просто поселение, но торг и все элементы городской жизни на месте Москвы были уже в X веке. То, что первое упоминание о Москве было только в 1147 году, не значит, что Москва была основана в 1147 году или что до 1147 года не было Москвы. Точно та же ситуация со Львовом. Первое упоминание в 1256 году. Но археологи говорят, что за несколько веков до этого уже были поселения, уже были... Более того, армяне говорят, что это их поселения были, что это армянский город был. Пытаются доказать. Так вот, что касается Киева, ну, первое упоминание о Киеве вообще, это в летописях это IX век, а вот реально, вот когда, ну это более поздних летописях, а вот реально это начало X века упоминания. Но мы же условили, что Киеву 1500 лет, а многие историки говорят, что и того больше. Вот. Так что реально никто не меряется старшинством городов. Ну, Вот. это Давайте бессмысленно, тогда да. начнем говорить, сколько лет Вашингтону. Да, да, Да. это просто бессмысленно. Значит, вот такой вопрос. Так, 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 так. Ага, улетел. Вопрос непосредственно вот этот про Марию Терезию поподробнее, приз. Ой. Ну, про Марию Терезию можно долго рассказывать. Это единственная императрица, которая имела титул не королева, а король. Да, прагматическая санкция и прочее. Это можно много рассказывать о Австрии времен Карла VI, и почему у него не было там наследников, и почему Мария Терезия, какие у нее были там, как она воевала практически всю свою жизнь, и как ее муж Карл Стефан при помощи разного рода гешефтов создал могущество, финансовое могущество Австрии. Ну, это много можно об этом. И ее 16 детях, в том числе Мария Антуанетта, которую обезглавили в ходе французской революции. Интересная, великая женщина. Вопрос. Не могли бы вы описать первый день войны между Европой и Россией? Без заявления, а только Нет, не могу. физические действия. Это, Какие? это необходимо, чтобы военные описывали, потому что военные располагают как раз информацией о том, какими силами кто обладает, какие могут быть стратегии, исходя из целого ряда обстоятельств. Я не беру на себя лавры военного аналитика. У нас очень много развелось военных аналитиков. Я честно всегда говорю, что мое понимание военного дела закончилось тем, что в 1989 году я был демобилизован из советской армии в звании рядового. Следующий вопрос. В 2012 году Украина и Молдова обменялись территориями в районе Паланки, трасса Е47. Почему Россия и Украина не могут тоже провернуть подобный обмен? Спасибо. Этот обмен в районе села Паланка, он, кстати, не завершился формально до сих пор, он был только объявлен, но до сих пор там остается очень много спорных вопросов. Так вот, он готовился почти 20 лет, этот обмен. Это очень длительный, очень был трудоемкий процесс.
И, соответственно, это единственный, наверное, случай, когда в истории Украины, когда произошел обмен. Кстати, когда сейчас говорят, что мы должны выйти на границы 91 года, в Молдавии немножко как бы неуютно себя чувствует, потому что это значит что? Мы должны тогда вернуться и к статус-кво, тогда там и вопрос статуса порта Джурджулешта и прочее необходимо как-то решать по-новому Паланке, а также в Румынии начинают говорить, так что мы по острову Змеиный будем тоже снова начинать процесс. Поэтому это абсолютно, абсолютно неправильный, абсолютно ошибочный тезис. Это граница 91 года. Вот. Граница 91 граница по состоянию на 23 февраля, или там можно говорить границы по состоянию на 2014 год. Константин, Будапештский меморандум 93 года. Там условия Украина нейтральна, а Порошенко внес в 2014 году Конституцию НАТО. Вопрос. Как на него можно ссылаться после изменений в стране? Спасибо. На него, не на Порошенко, имеется, наверное, в виду на Будапештский меморандум. Нейтралитет Украины определялся не Будапештским меморандумом. Будапештский меморандум, наоборот, отсылал к декларации о государственном суверенитете Украинской Советской Социалистической Республики, принятом 16 июля 1990 года. Именно там речь шла о нейтралитете. И что Украина стремится быть безъядерным государством, именно оттуда это проистекает. Что касается самого меморандума, он, как и любой другой меморандум, является необязующим документом, как и любая декларация и так далее. Поэтому у нас начали игнорировать просто этот документ. Так, значит, вопрос... вот, да, нашел. Оксана задает. С чего все взяли, что когда Трамп проиграет большинство в Конгрессе осенью, деньги и оружие КАМАЗами пойдут в Украину? Дело в том, что это наивная позиция. Вот, ждать, когда Трамп проиграет выборы. Но у нас точно так же, знаете, вот это, наверное, где-то у нас вот это ожидание некоего чуда, ожидание чего-то, что что-то должно случиться. У нас же полстраны ждут, когда Путин умрет и когда Россия распадется. Вот надо еще чуть-чуть подождать, вот точно. Почему с таким воодушевлением многие украинцы восприняли информацию там, одного из телеграм-каналов, что Путин умер, лежит в холодильнике на Валдае, а страной правит двойник. Причем это даже высокопоставленные государственные деятели в Украине даже к этому апеллировали. Буданов говорит про двойников. Да, именно так вот, точно так же, как Буданов вывешивал карту, где Россия была разделена там на независимые государства. И точно так же вот ждут, сидят, что вот Трамп точно проиграет сейчас выборы, промежуточные выборы в Конгресс, и тогда заживем. Понимаете, вот это по поводу этих всех, вы поняли, заявлений, вот эта вся история. Слушайте, я еще так еще мог понять, там, вот Путин, короче, вот он в холодильнике. Или, смотрите, какой Путин комплексует от низкого роста. Но когда Зеленский начал носить обувь на платформе, я тут что-то как-то вообще не понял. Знаете, вот когда нас некоторые позволяли себе там кричать, говорить, что вот Путин это там кремлевский карлик или там вообще карлик, вот когда избрали президентом Зеленского, вы заметили, что перестали употреблять это слово, потому что Зеленский чуть-чуть ниже, чем Путин. Вопрос от Андрея. Вероятность изъятия российских активов возрастает, как вам кажется? Эта тема дискутируется, но сказать, что она сейчас выросла, что она возросла, многие понимают, это, наверное, будет преждевременным, потому что сейчас большое количество государств европейских выступает против этого. А схема, которая предложена была Урсулой фон дер Ляйен, а также представителями крупных европейских государств, она фактически крайне несправедливая ко многим государствам Европы. Тем более, что выбор им сделали следующий. Вы должны проголосовать. Те, кто не проголосует, ну ладно, так и быть, мы вас вычеркиваем, а вашу долю мы тогда разделим между собой. Ну и тогда возникает вопрос, а что, мы что, хуже, как бы, у многих государств? Почему мы должны платить тогда за Венгрию, за Словакию, там, за Италию и так далее?
Немного с юмором вопрос, может по главе страны поставить триумвират консулов, Александр пишет. Зеленский точно согласится, Наполеоном будет. Да, у нас уже были такие предложения в 1918 году, когда свергли гетмана Скоропадского, тогда возник вопрос, кто должен возглавить страну. Первый вариант был это директория, этот вариант и выиграл. Но тогда такой писатель и деятель тогда еще социал-демократической партии Галичины, которого прислали к Скоропадскому вести переговоры от имени ЗУНР, а потом он все-таки перешел он начал вместо Скоропадского переговоры уже с Петлюрой и Винниченко. Так вот, он предложил, что давайте создадим триумвират во главе Украины. И предлагал тогда в этот триумвират Петлюру, Коновальца и Мельника. Ну, Коновальцу и Мельнику было по 27-28 лет тогда, но были достаточно популярны тогда. Но это то же самое, что сейчас сказать, что давайте создадим триумвират, в который возьмем, там, например, Залужного, Белецкого и кого, и Редиса. Вопрос, как считает господин Бондаренко, вопрос конфискации активов решен. Вот что может, какие ответные меры Россия предпринять? А тут не столько Россия, боятся не столько даже Россию сейчас. Россия просто действительно изымет целый ряд замороженных активов, которые на ее территории. Очень многие корпорации, там, скажем, British Petroleum, там, BP, вот, и другие, они имели свою долю во многих предприятиях, например, в Роснефти и так далее. Поэтому я думаю, что просто их активы будут полностью изъяты. Но бояться-то не этого, а бояться того, что как только будет принято это решение, тогда из Европы хлынет поток фактически денег, будут отозваны ценные бумаги и активы Китая, Индии, арабских государств и прочих, которые будут рассматривать Европу как недобросовестного, ненадежного партнера. Ой, господи, ребята, я понимаю, что время позднее, там, да, но Нина вот очень интересуется об ориентации Зеленского. Что вы, как его биограф, можете сказать? Ну, не биограф, в смысле, автор биографии политической, Джокер, вот в этом смысле. Лишь бы ему хорошо было. Я думаю, это должно волновать его и его жену, в первую очередь, а все остальное. Это да. Кстати, очень интересный вопрос вот от Андрея. Добрый вечер. Как вы считаете, власть использует на выборах СЗЧ и без вести пропавших? И еще, как мы знаем, РФ законодательно отстранили от восстановления Украины. То почему ее активы хотят использовать? Ведь РФ может через время спросить с того, кто деньги потратил. Это правда. И дело в том, что РФ никто не отстранял. Это было предложение отстранить. Согласно, я знаю, что сейчас те переговоры, которые ведутся, сейчас рассматривается вопрос, что Россия может принять участие все-таки в восстановлении Украины. Метафизический вопрос от Магомета. Я из России, вы за рубежом Украины. Вы против власти. Вы нормальные люди. Когда смотришь на российских деятелей за рубежом против власти, почему там откровенные уроды? Да, угол зрения определяется точкой сидения, понятное дело. Так что, вот, я знаю, что многие, кто находится сейчас в Украине и кто поддерживает нынешнюю украинскую власть, Зеленского, вот, меня тоже считают уродом. Но это взаимно у нас с ними. Да, значит, друзья, всем большое спасибо. Вот пишет пользователь, не вопрос. Александра и Константина с наступающим Новым годом. Надеюсь, в Новом году будет мир. Спасибо за эфиры. Уважаемый пользователь, мы еще и увидимся и в этом году. Не переживайте. Да, обязательно увидимся. По средам, как обычно. Да, Константин Петрович, благодарю за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч. Уважаемые зрители, всем большое спасибо за поддержку. Лайк, хороший добрый комментарий, это всегда приятно. И всегда приятно читать хорошие добрые комментарии. Даже если хочется быть злым на весь мир.
находите в себе силы отмечать хорошее. Это очень пригодится, особенно в политических турбулентностей ближайшего периода, которые мы точно не пропустим. Всем добра